Мир K-pop снова внезапно замер. Не из-за громкого камбэка или международной награды, а из-за короткого, неожиданного видео, появившегося без предупреждения и малейшего намека. Ким Тэ-хён, V из BTS, появился в самом секретном месте Nike, Circle 81, ведя баскетбольный мяч с харизмой, которая мгновенно заморозила весь мир. Ролик длился всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать глобальный шторм, которого не ожидали даже маркетологи. В считанные минуты индустрии спорта, моды и развлечений погрузились в хаос. ARMY с гордостью праздновали. Сообщается, что участники BTS и близкие друзья Тэ-хёна из Uyghur Squad были ошеломлены. А руководители крупных мировых брендов, как сообщается, созвали экстренные совещания. Все из-за одного человека, Тэ-хёна, который, кажется, потрясает мир, даже не прикладывая усилий. Ему просто нужно было появиться таким, какой он есть, и все остальное приложится. В тот день Тэ-хён вступил в пространство, которого нет ни на одной публичной карте Nike. Место, доступное только самым влиятельным представителям мировой индустрии, Circle 81. Circle 81 – это не просто студия и не просто баскетбольная площадка. Это самое закрытое пространство Nike, доступное только по приглашениям, место, которое никогда не фотографировалось СМИ, никогда не открывалось для публики, как сообщается, доступно только спортсменам мирового уровня или чрезвычайно важным личностям. И теперь там есть V из BTS. Без тизеров и слухов Nike Корея выпустили видео Тэ-хёна с подписью, которую они никогда раньше не давали ни одному азиатскому артисту. В мире Nike настоящий игрок – непростое слово. Это звание обычно зарезервировано для спортсменов, которых готовят к международному контракту наравне с крупнейшими спортивными иконами. Когда этот титул появился у Тэ, публика сразу поняла, что происходит нечто гораздо большее. Еще более удивительно, что заявление поступило не от команды Nike в социальных сетях или рекламных аккаунтов. Оно поступило напрямую от влиятельной фигуры Ли Так-хана, директора Nike Корея, который публично описал Тэ-хёна как талант с природными способностями, которым невозможно научить. Эти слова прозвучали как официальный штамп, подтверждающий, что Тэ-хён находится на совершенно ином уровне. Когда директор такой огромной компании лично отмечает артиста, мир осознает, что это не рядовое сотрудничество, а серьезное заявление. ARMY приветствовали это с гордостью и волнением, в то время как многие корейские СМИ назвали это историческим моментом в отношениях между мировыми спортивными брендами и знаменитостями K-pop. За кулисами говорят, что все участники BTS и руководство HYBE были застигнуты врасплох тем, насколько быстро и прямолинейно Nike отреагировали. Никаких утечек, никаких слухов, никаких публичных обсуждений. Nike просто вывели Тэ-хёна в центр внимания всего одним постом. Тем временем, близкие друзья Тэ-хёна из Uyghur Squad, как сообщается, были горды, но не могли сдержать эмоций. Они давно знали о мировой славе Тэ-хёна, но не ожидали, что такой крупный бренд, как Nike, сделает столь агрессивный шаг еще до начала камбэк-проектов BTS. Для многих ARMY эта реакция была глубоко личной, словно мир наконец-то признал то, что они всегда видели. Тэ-хёну было суждено стать настоящей мировой иконой. Простой баскетбольный дриблинг Тэ-хёна может показаться непринужденным, но для многих спортсменов и наблюдателей его движения раскрывали то, чего не хватает любителям – плавный контроль мяча, устойчивую концентрацию и естественный ритм тела, который следует за игрой. Несколько корейских баскетбольных тренеров даже отметили, что жест его руки во время дриблинга напоминал жесты игроков НБА, тренирующихся годами. Его гибкая осанка, длинные руки и отличное равновесие делали его похожим на настоящего атлета. Несмотря на то, что он не профессионал, именно это и очаровало Nike. Не только его внешность, не только его популярность, но и его естественная спортивная аура. Согласно сообщениям американских СМИ, всего через 90 минут после выхода видео данные о вовлеченности Nike взлетели до небес. Короткий ролик Тэ-хёна вызвал больше вовлеченности, чем целая неделя рекламных кампаний с участием профессиональных спортсменов. Глобальный поиск по Nike Корея, Circle 81 и Taeyong баскетбол вырос на 2300%. Количество новых посещений сайта Nike резко возросло менее чем за 2 часа.
Некоторые маркетологи утверждают, что ни один другой азиатский артист никогда не производил такого быстрого и мощного эффекта. Даже по меркам мировых знаменитостей статистика Тэхёна считалась аномалией. Nike не нуждалась в дорогостоящей рекламной кампании, сам Тэхён сам стал рекламным щитом. Инсайдеры индустрии вскоре подлили масло в огонь. Сообщается, что Тэхён находится на завершающей стадии переговоров о контракте с Nike. И не просто контракте, а, как ожидается, самом крупном контракте, который Nike когда-либо предлагал азиатской знаменитости и, по оценкам, достигнет десятков миллионов долларов в год. Если слухи правдивы, Тэхён может стать главным лицом глобальных компаний Nike, первой иконой Азиатско-Тихоокеанского региона наравне с такими суперзвездами, как Леброн Джеймс или Килиан Мбаппе, представляющий Nike в различных международных проектах. Это выходит далеко за рамки типичной поддержки. Это признание того, что Тэхён обладает сильной, стабильной и бросающей вызов индустрии глобальной ценностью. По сообщениям корейских инсайдеров моды, два крупных европейских дома моды, которые планировали работать с Тэхёном в своих компаниях 2025 года, теперь вынуждены пересмотреть свои стратегии. Стремительный шаг Nike считается слишком масштабным, чтобы его игнорировать. Тэхён сейчас находится в ситуации, когда один шаг одного бренда может изменить стратегии других. Один из самых интригующих слухов появился в творческой команде Nike. Когда Тэхён вошел в Circle 81, сотрудники, как сообщается, замерли, заявив, что вживую он выглядел еще более харизматичным, чем на фото или видео. Они описали Тэхёна как человека с аурой, которая заставляет окружающих его людей стремиться к лучшей работе, усерднее работать и выглядеть круче. Фраза, циркулирующая в социальных сетях, идеально передает этот момент. Тэхён не вошел, он заполнил собой комнату. В течение нескольких часов Twitter, TikTok и все основные социальные платформы были заполнены хэштегами, связанными с Тэхёном и Nike. Они взлетели на первое место в США, Южной Корее, Японии и нескольких европейских странах. AR/MUI с гордостью отметили это, назвав это настоящей глобальной эрой Тэхёна. Многие говорили, что это доказало, что Тэхён не просто кей-поп-исполнитель, а международная икона, формирующая индустрии моды, спорта и поп-культуры. Если мир чему-то и научился в этот момент, так это тому, что Тэхён не просто певец, не просто актер, не просто знаменитость. Он – воплощение всего: яркая внешность, таланты, признанные во всех сферах, таинственная, но теплая аура, естественный спортивный образ и чувство моды, которое постоянно становится мировым трендом. Самое главное, он обладает способностью менять направление рынка, даже не ведя мяч в баскетболе. День, когда Тэхён вошел в Circle 81, запомнится как поворотная глава в его карьере. Глава, показывающая, что мировая индустрия теперь видит в нем не просто кей-поп-айдола, а икону мирового масштаба, стоящую в одном ряду с крупнейшими мировыми именами в спорте и индустрии развлечений. AR/MUI гордятся. BTS гордятся. Угр Squad гордятся. И теперь мир видит Тэхёна в новом свете. Nike пока не раскрывает, что будет дальше, но одно уже ясно: Тэхён не просто выходит на мировой уровень. Он создает совершенно новый уровень для себя.